хорошо. Давайте поаплодируем друг другу, мы с вами немного познакомились. Ну, мне кажется, это важно, это ценно. Скажите, пожалуйста, нашли ли вы кого-то, чье хобби совпадает также с вашими интересами и увлечениями? Вот было что-то, у кого-то что-то такое услышали? Угу. Супер, отлично. Были ли люди, слушая которых, у вас были какие-то эмоции удивления, например, их хобби или их каким-то способностям, или их каким-то проявлениям? Вот. Кому-то удивлялись, ну, если было, может быть, не было. Угу. Да, супер. Поделитесь, кто вас чем удивил? Ну, вот в целом, какой факт интересный про кого-то из вашей группы вас прям удивил или поразил? Должно быть иначе, да, чуть-чуть? Так, еще. Кто чем удивил? Какой факт или какое увлечение, или какой разговор о пользе удивил? Меня удивила Оля, и она удивила меня тем, что она сказала, что главное, чем она занимается в жизни, это наука. И когда я слышу, что человек физик, и он занимается наукой, у меня сразу о нем немножко такое странное впечатление складывается в том плане, что мне представляется не очень социализированный человек, который, затюканный. А Оля, она абсолютно нормальная и в то же время занимается физикой, наукой, и я такой, вау, такие люди бывают. Ну, то есть я таких очень редко встречал. Оля немножко сломала шаблон, да? Да, супер, очень круто, очень здорово. И тем более, обычно, когда я встречаю людей физиков, они как будто бы, правда, с другой планеты. А тут, когда она говорила об своих увлечениях, я, правда, увидел какое-то пересечение и прям удивился. Здорово, спасибо, что поделился. Вспомните сейчас свою группу, в которой вы сейчас выступали. Помните ли вы именно всех, с кем вы были в группе? Подними руку, если кого-то ты все-таки забыл, как зовут. Хорошо. Это тоже очень важный знак, коллеги. Помните о том, что имя человека – это наш самый первый фокус внимания, когда мы с ним знакомимся. И его нельзя упустить из вида. Очень неприятно получается, когда он такой, как его там, этот самый. Или, как вас еще раз? Все, это уже означает, что мы немножечко не проявили должного внимания человеку, должной концентрации. Запоминайте имена, это прям важно. Я, например, запоминаю, у меня память имен самая худшая в мире. Все, мне только скажут любое имя, и его сразу, как люди в черном, все, я ничего не помню. И я себя приучил к следующему. Первое. Когда я слышу имя человека, я стараюсь его так или иначе произнести вслух. Например, меня зовут Александр. Александр, очень приятно. Произношу вслух специально, чтобы какую-то практику уже называния этого человека была. А далее я смотрю на этого человека и пытаюсь найти какое-то сходство этого Александра с тем Александром, который есть в моем каком-то восприятии. Вы знаете, у нас, по сути, почти любое имя сразу вызывает какой-то образ. Например, я говорю Сережа. Вам приходит в голову какой-то Сережа, которого вы знаете? Да. Или Маша. Вот сразу кто-то приходит в голову. То есть с некоторыми именами прям есть уже сразу четкий образ из наших знакомых. А может быть из известных там людей, не знаю. И я пытаюсь найти какое-то внешнее сходство между этим человеком, этим Сережей и тем Сережей, который у меня вот в голове сидит под этим именем. Это сходство может быть там, в цвете глаз, в фигуре, в росте, в голосе, в манере общения. Но я пытаюсь это найти, и я его калибрую с этим человеком. И я его произнес вслух, я его запомнил, то есть какое-то к нему такое тоже визуальное наслоение другого человека сделал, и это повышает мою вероятность того, что я запомню этого человека. Поэтому прям берите себе на заметку, новый человек, привет, меня зовут Антон. Антон, очень приятно. И ищем какое-то сходство. Мне это помогает прям в 9 случаях из 10. Супер. У меня также была возможность немного понаблюдать за вами. Я не будем пока погружаться в тему, как вы говорили. Это тема нашего другого занятия. Но обращайте внимание на то, какими вы были слушателями. Некоторые слушатели не были внимательны к своим собеседникам, когда кто-то говорил.
Были ситуации, когда в группе один говорит, а кто-то такой. Ну, в общем, вообще не в процессе, вообще не вовлечен. Прям поаккуратнее с этим. И, безусловно, ваша задача, если уж вы в групповом общении, то есть сразу несколько людей с вами, уделяйте внимание каждому, не только одному человеку. Были такие ситуации, когда в группе стоит четверка или пятерка, один говорит, и он все время смотрит только на одного. И только ему и говорит. А все остальные такие. То есть не при делах, получается. Ваша задача, если вы коммуницируете сразу с несколькими людьми, нужно всем уделить внимание. Это прям важно, на следующих упражнениях это обязательно вы помните. Далее. Что нам еще нужно, о чем нужно помнить в общении? Нам нужно уметь поддерживать беседу. Не просто уметь слушать, а вот прямо поддерживать беседу. Представьте себе, что беседа это вот как некий такой костер в мангале. И вы хотите потом какие-то шашлычки пожарить, да, ну какой-то профит с этого иметь. И чтобы костер не потухал, вам нужно периодически туда вот там то кору, то какое-нибудь бревнышко, то еще что-нибудь. То есть прям обязательно беседа должна поддерживаться вами. Мы сейчас посмотрим небольшой фрагмент из сериала «Теория большого взрыва». Мне очень нравится то, как там была создана абсолютно искусственным образом